Я приехал. Приехал. Сейчас толкать буду. Почему? Вот нету. А что Другую. он не стартер? Ага, надо. Понял. Давай. Ну ясно. Будешь спасать тачку, да? Конечно, надо. О, да он один. Всем привет! Предлагаю вашему вниманию одну загадочную историю. Почему загадочную, узнаете чуть позже. На автомобиле ВАЗ при запуске двигателя во время работы стартера появились стуки. До этого все было в порядке. Водитель этого ВАЗа взял в автомагазине последовательно два новых стартера, по очереди их установил на двигатель, но стук при запуске не исчезал. Оба новых стартера вернулись, конечно же, в автомагазин обратно, а машину мы сейчас загоняем на подъемник уже без стартера. С Нивой могла произойти та же самая история. В данном случае модельный ряд Лада ВАЗ значения не имеет. Ну, я думал, маховик. Ну, парень сразу сказал. Венец там, когда одеваешь стартер, заводишь, начинает стучать конкретно. Ну, попадается в зубы. Ну, понял. Уже выработал. Что, сказали, надо якорь менять, да? Да, смысл надо стартер поменять здесь. Да. Смысл такой. Сколько он стартер, он же недорогой? 3000 стоит? Вот сейчас вот ремонтирует якорь то-то. Он, наверное, самое деле. Да. И потом скажет, да у меня два стартера уже. А так опять надо за работу платить и все это бессмысленно. Свой блок. Трос сцепления снят. Все. Вообще Владислав на этой хлебовозке спасает людей от голода. Завозит хлеб в самые такие дальние деревни, где плохие дороги, но все равно справляется без него, да? Нормально. Так что вот, хлеб опять поедет, когда машину эту сделают. А сейчас, наверное, люди вот ждут хлеб и дождаться не могут, ё-моё. Снята защита, просто смысла не было снимать этот процесс. Вот. Да, это не GoPro, это старая китайская камера. Жидковато, да? Даже для горячего масла как-то не то, да? Ну, он, видишь, тарахтело, не глушится. Поднять бы повыше, кузов мешается. Паша не бывает здесь? Бывает. Бывает, там в магазине сидит. Нет. Был сегодня. Это же знательно. Зайди, посмотри, ну что там нет только что. Заходил там, не было. Две подушки. Коробки, подушки, двигатель за подушкой. Андрей Лапочкин. Ну просто набираешь Андрей Лапочкин в YouTube, и там уже мой канал выйдет. Ну, если забудешь, набери. Да, вот видишь, сразу я. Нива, набери Ниву, все равно какие-то мои видео будут. Да, я дома приду, через Wi-Fi посмотрю. Ну да, посмотришь. Да, смотри больше моих видео. Прям начиная с первого и все 350 видео смотри. Хлебовозка, да, кузов упирается в потолок. Повыше поднять бы было поудобнее. Неважно. Главное, что выполняет свои функции. Владислав говорит, в деревнях хлеб ждут. Стоят и ждут его. Вот так вот. Делает нужные людям дела. Хлеб – это жизнь. Вот первая сложность. Заржавело все. Тут еще 20 сантиметров. Не, там еще осталось сантиметров 5 всего. А, ну да, прогорело. Ну, постепенно. То, что отваливается, то ремонтируется. Рабочая машина. Так что в комментариях там особо не критикуйте, смысла в этом нет никакого. Машина работает, пока она может работать, вот и все. Владислав, сколько у нее пробег? 400 тысяч. 400 тысяч? Блин, так она у тебя еще выглядит как новая. И 400 тысяч практически по бездорожью половина прошла, да? По грязям, по гравийкам, не по асфальту. Вот так вот, Жигули все выдерживают. Все выдерживают.
Все говорят, что железо плохое, ржавеет, гниет, да нифига. Очень медленно гниет. Ну, заржавело, видать. Ну да, значит по-другому надо, да? 3 болта здесь стоят, там 4-й. Все. Я даже тебе не помогал. Ты все сам сделал. Помогать надо. Ну, Держалась. Кому-то. Давай, возьмем, несем коробку. я-то не могу, я же камеру держу. Еще будешь масло проверять. Он даже ни разу не снимался. Заржавел. То есть ты вообще не проверял? Заржавел. Сцепление менять будем. Я пропустил тут момент. Сцепление я не вижу. Ну вот, видишь, выработка какая большая. Ага. Все уже, да? А сцепление этот, маховик. Вот он, да, видно, что бил. Видно, да, вот он. В нее заходил. Ну так, чтобы, знаешь, сильно-сильно. Не сильно, да? В окошечко, что вот есть маленькое. А бывает прям съедена вот половина зубцов. Здесь терпимо еще, да? Ну, здесь терпимо, но все равно будем перекидывать. Я сцепление снимаю. Поменяем его, по заклепке уже. Вот такая приспособа заклинивает маховик, чтобы он прокручивался. Вот. Видите, да? Видите, откручивается. Горячий, сейчас я тряпочку возьму. Если кто не понял, это специальная метка. Ну, у нас здесь вот она еще есть, вот она. Ну, я так, Ну, чтобы видно было лучше. да, так и поставить его. Как снимаем, так и ставить. Ну, не видел, что сильно. Ну, вот тут чуть-чуть есть маленький. Немного всё. совсем, Ну, да. ну, он бил по нему уже, видишь. Специальный молоток с мягким металлом. Бить простым молотком по маховику нежелательно, даже, можно сказать, категорически запрещается. Тогда лучше уж производить удары по специальным местам самого винца молотком через какой-нибудь металлический палец. Ну или вообще любой металлический предмет, которым вам будет это сделать удобно. Это не будет молоток искать медный. Они только у самых лучших сосарей медные молотки. Это очень Представь, редкий какой. молоток, да? Этому молотку лет 50 уже. Смотри, что тяжело идет. Ну идет же. Опа. Вот оно. Сейчас нагреем и перевернем вот так. Предупреждаю, что греть надо не сильно, ни в коем случае не перегревать до красна, иначе испортите закалку металла, и зубья быстро съест стартер при запуске двигателя. Иногда люди устанавливают даже винец без нагрева, на холодную, так что большой температуры здесь не надо. О, блин. А я не заснял. Да, вообще легко. Оно даже болтается сейчас, смотри. Даже не ровно, как бы оно это. Нет, ровно. Я сказал. Все новенькое. Набор валева. Да. Кстати, вот эта приспособа, потом покажем, для чего она нужна. 150 рублей отдельно стоит, уже в наборчике была. Но у Александра такая штука есть металлическая. И стартер новый. А вот все старое.
Вот они, меточки. Да, и даже в темноте видно. Горячий он сильно. Горячий, чуть-чуть не остыл. Сколько времени? Железо, смотри, будет толстое. По коробочке лежала, это моя. То есть это жигулевская, это москвичевская, направляющая называется. Мне это удобнее, потому что когда будем заворачивать, чтобы не было смещения. Бывает, заворачиваешь ее, это пластмассовая, ее коробит. И потом первичный вал на коробке не войдет, то есть коробка не войдет туда внутрь. А это уже наверняка. Понятно. Сейчас посмотрим, что все ли, да? Внутрь вставляется этой части, Да. выпукло внутрь. Поймать не могу ее, где она у нас. Вот она вся на месте. Еще ключ взял. Неудобный такой. Владислав, а смотри, у тебя тут трещинка появилась. Не обращал внимания? Вот имею в виду. Там Надо посмотри. делать, а то все у тебя здесь порвется. Там вообще. посмотри, там тоже может быть. Да. Она всегда рвется не в одном, а в двух местах. На той, на этой стороне. Так что это надо делать, иначе этому делу ну капец. Ну, трещина пойдет дальше. А видно, недавно появилась, потому что сама трещина еще не проржавела. Так что как бы свеженько все еще. Поправили, вправо, влево, вверх-вниз и вытаскиваем, вот, чтобы свободно уходил. Вот это все нормально. Теперь меняем выжимной подшипник. Значит, снимаем его, протираем вал сам первичный, смазываем его, сам вал маслом моторным и ставим новый подшипник. Здесь усики у нас, чтобы он у нас не выскакивал, усиками прижимаем. Все, попробуем. Вот он ходит хорошо, все. Все готово. Ставим. Который у нас гудит. Есть плюсы. Стартер удобно ставить, да? Вообще не под действием. Плюсы. Ну, видишь, проворачивается, значит 15. 15 есть ключик. О, пошел, отлично. Не сделать на 13, да, вот на 14. Нет, надо на 15. Евро. Надо подзаклинить. Владислав говорит, что он 2 новых стартера брал, ну, предполагая, что это косяк стартера, ну, чтобы понять, стуки будут или нет. И стуки все равно были. Вот сейчас посмотрим, исчезнут или нет эти стуки. Можно руками поставить. Попробуем. Я зашел направляющий. Вроде да. Не до конца. Да хорошо, хорошо. Да нормально, зацепился. Все нормально. Да. Что-то придержи, я сейчас шпильку поставлю. В общем, так получилось быстрее. Да, да, пока я сейчас ее подниму, Пока педальку эту тырк-тырк-тырк-тырк, раз, надрыгаем. да, надрыгаем. У нас тем более любой, если бы я один был. Ну да. Все вообще классно. Блин, Жигули это супер классный конструктор. Все делается левой ногой. Ну, если знаешь и умеешь. Левую ногу, да? Если левая нога как у обезьяны. 2 правых. Бывает, что 2 правых руки хуже одной левой ноги, да? Ну, здесь неинтересно. Короче, все затягивается на место в обратном порядке, да. Но все-таки мне страшно любопытно. Причина стука была именно в этом или нет. Сейчас заведем, посмотрим.
В любом случае работа была сделана не зря, и выжимной менять надо было, и лепесточки все были, видели, изношены. Так и так надо было все это делать. Здесь, скорее всего, надо будет заплаточку делать. В общем, сварщики все это знают, уже делали 100 раз. К ним, если что, подъехать, они уже сделают как надо. Чтоб шлицов выскочило. Я же не смог открутить его. Мегапиксели. Так, надо чайку попить. Хлебоусов меня булочку угостил, классно. Сейчас перекур. Кстати, своя пекарня, что интересно, булочка уже заканчивается, а начинки все еще дофига. Только лишь вот плохо, булочка маленькая. Если ты мне еще 2 булочки подаришь, я всем стукану, что это суздальский хлеб. Да, и Александру еще одну. Вышли на тормоз, первый, поехал. Ну все, при заводке стука больше нету. Машина едет классно, заводится классно. Просто у меня камера отключилась, я не смог вам все показать. Наверное, я не успею все сказать, что хотел, но попытаюсь. Значит, здесь 2 предположения. Либо те 2 новых стартера были оба косячные, которые меняли вместо старых, чтобы проверить, есть стук или нет. Маховик. Да, но скорее всего, все-таки, да, маховик. Вот эта причина. Совсем маленький износ, получается, из-за этого был стук. В общем, вы сами думайте. Вот факт остается фактом. Поменяли, наоборот, перевернули венец маховика, и все, стук перестал. Ну, естественно, мы же еще стартер-то мы поставили тоже новый, просто из другой партии. Это наше рассуждение, а вот мастер Александр считает, что венец маховика имел все-таки очень маленькие повреждения зубьев, для того, чтобы именно это было на 100% причиной стуков. Вы сами видели все, что менялось, поэтому на самом деле загадка-то осталась. Так и непонятно все-таки, то ли 3 стартера косячили, то ли в маховике причина. А возможно, была какая-то другая причина. Ждем ваших версий в комментариях под этим видео. И будем ждать также, произойдет ли в ближайшее время какое-то продолжение этой истории. Всем до свидания.